Наш канал выходит на новый уровень, и теперь мы будем снимать для вас видео с польскими экспертами. И сейчас вы увидите одно из таких видео. Мы знаем, что многие из вас пока еще не идеально говорят на польском языке, поэтому специально для вас мы создали две версии. Одну на русском языке, адаптированную и переведенную с польского через ИИ. Она не идеальна, но все смыслы четко донесены. Ну а если для вас важно услышать все в оригинале, то у вас есть такая возможность. Вы можете стать спонсором нашего канала, поддержать нас и получить эту версию в оригинале, а также ряд ценных бонусов, которые дает спонсорство на нашем канале. Внизу под видео есть кнопка «Стать спонсором», и мы начинаем смотреть выпуск. Ну что, пришло время поговорить о конкретных ситуациях людей. Да, я думаю, что у тебя в голове уже много чего по памяти есть. И давай разберем несколько ситуаций. Там, домохозяйств, которые сколько-то зарабатывают. И вот интересно услышать твое мнение, насколько они могут, на какую сумму могут получить кредит. Коль, давай разберем, какие клиенты приходят к тебе, да, какие у них ситуации по их домохозяйству. Давай. На самом деле клиентов можно разделить как на максимально приятных и принятых банками, да, это люди, у которых прям все классно, и с картой по быту, и с зарплатой долгое время, и взнос у них есть, и зарплата высокая, да, и все остальные, это ровно половина, у которых настолько все сложно, что они поэтому и приходят, потому что они вообще не могут разобраться. Я думаю, что 50% наших клиентов — это кто-то, кто работает в IT. То есть это IT, это зарплата обычно от 20 тысяч злотых. В корпорации даже, я бы расширил. Ну, не, на самом или деле это IT. часто это вот просто программист или что-то еще связанное с IT, где у человека чаще всего есть ЙДГ, и в целом он получает зарплату там от 20 тысяч злотых и выше. Очень часто жена не работает. И дети? Есть ребенок? Ну да, могут быть дети, могут быть нет. Да. То есть в целом... ты мог бы сказать, на какой кредит он может рассчитывать, если он зарабатывает 20 тысяч злотых в месяц, и у него есть жена, и нету детей? Ну... Окей, ну здесь, что касается дохода от предпринимательской деятельности, в IT часто работают на основе контрактов B2B из-за специфики профессии. Как с этим справиться? Это Кшичадыгин значительно помогает. Если клиент приходит без B2B, только с предпринимательской деятельностью, и, например, это деятельность на основе единого налога, то зарабатывая 20 тысяч злотых, если мы говорим только о деятельности на основе единого налога, то эти 20 тысяч дохода, которые имеет клиент, не являются доходом в 20 тысяч для банка. Потому что при едином налоге мы совершенно по-другому считаем этот доход клиента. Но если у клиента есть B2B, то часть банков рассматривает это практически так же, как трудовой договор. То есть этот доход в 20 тысяч нетто является 20 тысячами нетто для банка. Если у клиента есть жена, которая не работает, и нет детей, или один ребенок, то мы говорим о кредитоспособности порядка 800 тысяч злотых. Да, mniej więcej. Окей. Это сколько... на 1000 злотых сколько у него кредита? Знаете, есть такая градация, это ты, по-моему, в одном из видео говорил, что в Польше в среднем на 1000 злотых ты получаешь 100 тысяч кредита. Это правда или нет? Или там на 800 злотых твоего дохода ты получаешь в среднем 100 тысяч злотых кредита. Значит, может быть сопротивление. Трудно так это перевести. Может быть, речь идет о том, что за каждые 100 тысяч злотых ты платишь 700 злотых кредита. Может так, да. Наверное, bardziej в ten способ. Так. В настоящее время при сегодняшних ставках, а если говорить о кредитоспособности, то уже говорим о том, что помним, что когда банк рассчитывает эту способность, у него есть определенные суммы, которые выделяются на само содержание этого домашнего хозяйства. Постоянные расходы и так далее. Позже, конечно... Каждое увеличение этого дохода, мы уже можем действительно говорить, что если, допустим, зарабатываем эти 20 тысяч злотых, то каждая, например, 1000 злотых следующая — это увеличение способности на 100 тысяч злотых. Если мы так думаем, то да, конечно, не конкретно, но так мы можем это представить. Какой минимальный доход должен быть, чтобы ты хоть какой-то кредит в Польше получил? Если мы говорим о такой семье, о таком домохозяйстве, 2 персоны плюс ребенок, то расходы на само содержание домохозяйства — это 4000 злотых.
То есть, например, если мы зарабатываем 4000 злотых, то мы не получим никакого кредита, потому что у нас нет денег на погашение. Поэтому мы начинаем иметь возможность, у нас больше 4000 злотых. То есть, условно, если мы зарабатываем, я, жена, ребенок, и мы зарабатываем, допустим, 6000 злотых, 4 у нас идут на утримание, на удержание, да, на содержание семьи, а 2000 потенциально наша здольность кредитова. Да? Так. То есть на 2000 своего дохода я могу просить кредит. И сколько это в таком случае будет? 200 тысяч злотых? Или... Ну, так около. Не вен. А если ребенку 16 лет уже, он еще несовершеннолетний, но он уже работает, там зарабатывает 2, 3, 4 тысячи на полэтату, да? Учитывается доход еще ребенка? Нет. Или это просто его карманные деньги? То есть, малыш, Сколько у тебя детей лет? заработать маме с папой на квартиру. Так нет, да? Не-не-не. Кот, пес. Я думаю, что. Помним о том, что пособие 800+, которое мы получаем на детей, оно может нам помочь. И декретные выплаты тоже считаются как доход. Да. Не все банки, здесь тоже нужно это учитывать, но некоторые банки принимают 800+ как доход. То, насколько имеет значение, работаешь ли ты по найму на умові праці или умові злицення, или умову діла з приміщення правоавторських, и jednoosobowa działalność. Я так понимаю, что для банков это прям разные вещи. Мы должны учитывать, что это совершенно разные источники доходов. И теперь для каждого источника дохода предусмотрены разные параметры, как рассчитывать эту кредитоспособность. И теперь, без сомнения, для банка самым предпочтительным вариантом является трудовой договор, потому что это самый стабильный доход, по мнению банка. Тогда у нас самый короткий период занятости, который мы показываем, потому что часто достаточно даже 3 месяцев, чтобы вообще начать пытаться получить ипотечный кредит. Итак, это трудовой договор. Что касается договора подряда или договора на выполнение работы, то здесь период получения дохода — это вообще минимум. Минимум. Это 6 месяцев, но у нас тогда есть только один банк, с которым мы вообще можем начинать переговоры. Большинство банков требует 12 месяцев такого договора подряда или на выполнение работы. И если говорить о предпринимательской деятельности, то если мы не говорим о контракте B2B, а о стандартной деятельности, то доход рассчитывается в зависимости от того, как мы отчитываемся в налоговой инспекции. Это фиксированная ставка или это общие правила? Ну и период получения дохода должен составлять как минимум 12 месяцев. Тогда у нас очень ограниченное количество банков. Затем должен быть полный финансовый год, тогда у нас немного больше. Ну и если у нас есть 2 года деятельности, то это уже самый лучший вариант, потому что тогда все банки примут такой доход. И расскажи еще раз про эту разницу reach-out. Это правда, что если у тебя reach-out не B2B, а вот ты просто как предприниматель занимаешься, у тебя разные ПКД, разные виды деятельности, то они делят это там на 50% твой доход. Ну, то есть, условно, ты зарабатываешь 20, а они тебе считают как 10. Ну, и это зависит от банка. Потому что это также зависит от того, на какой налоговой шкале ты находишься на этой фиксированной ставке. 8 с например, 8 с повалями, или это 12, или это 11. Это так. Потому Ребят, я сейчас это озвучу. Ребят, важный момент, они даже смотрят на то, с какого вида работ, какую ставку ты платишь. Также очень важно, в какой отрасли ты работаешь. Ну, потому что при упрощенной системе налогообложения банк должен как-то рассчитать, что если у тебя такой доход, то сколько фактически твоя деятельность тебе стоит, какие там могут быть расходы, и банк посчитает совершенно иначе. Расходы для IT-отрасли, да, например, для программиста, который на упрощенной системе налогообложения. Который платит 12%. Да, и совершенно иначе посчитает для строительной отрасли, которая должна платить работникам, тогда должна платить за материалы и так далее. Окей. А скала податковая или податок линейный? Плоский налог — это немного более удобная форма для расчета кредитоспособности. И я думаю, что для банков более надежная, потому что там у нас уже разбито доход и прибыль. И эта прибыль четко определена. Также ведем бизнес. Есть такая прибыль после вычета всех затрат, и это более понятно для банка. Окей. Так. А если бы нам надо было выбрать одну форму налогообложения и одну там, то есть все такие основные критерии, да, или там это будет B2B контракт или без контракта просто, то есть самая идеальная формула, да, по какому налогу и что делать, чтобы точно ипотеку получить. Ну то, если мы стоим перед выбором, взять ли фиксированную ставку или
книгу доходов и расходов, то на самом деле это не имеет значения. Значение имеет то, в какой банк мы пойдем. Потому что может быть так, что если мы пойдем с фиксированной ставкой, допустим, в Сантандер, то наша способность может быть на уровне 0. А если с той же фиксированной ставкой мы пойдем в ПКБП или в Алиор, наша способность может быть даже на 500 тысяч. Поэтому, если у нас есть определенная форма налогообложения, мы должны знать, какой банк выбрать, чтобы правильно рассчитали нашу способность. Сантандер, вот ты сказал, мне пришло в голову. Я слышу миллион мнений, что Сантандер дает ипотеку без карты по быту. Или все-таки не дает? Или когда-то давал, а теперь не дает? Как это вообще выглядит? Можно взять ипотеку хоть где-то, хоть как-то без карты по быту? Единственным документом, который требовал Сантандер, был паспорт. Не нужно было иметь вид на жительство. На сегодняшний день только гражданин Украины может взять кредит без вида на жительство. Что касается гражданина Беларуси, то без вида на жительство кредит не предоставит. Сантандер не предоставит ему кредит. Это изменилось. Может случиться так, что если у такого клиента есть счет в Сантандер, предположим, несколько месяцев, год, 2 года, у него есть счет в Сантандер, туда поступает зарплата, он из Беларуси и у него нет вида на жительство, то можно попытаться добиться, чтобы его все-таки приняли, потому что они уже знают этого клиента, установили с ним отношения, у него там есть счет, так что это может быть исключением, и такой кредит могут предоставить. Но новый клиент из Беларуси, который пойдет за кредитом в Сантандер, не получит кредит. Расскажи про бизнес-инкубатор. Да? Многие из наших зрителей работают через бизнес-инкубатор в Польше. Я знаю, и поляки тоже этим пользуются, да, инкубаторами. В основном у них умова о dzieło и в основном умова о dzieło с przyniesieniem прав авторских. Как здесь? Могут ли они получить ипотечный? Да, они могут получить кредит. Здесь у нас ограниченное количество банков. Во-первых, помним, что это договор на деятельность, который, однако, имеет некоторые ограничения. То есть речь идет в основном о времени получения, да, к периоде получения этого дохода, то есть эти 12 месяцев. Это такой минимум, потому что мы должны показать банку стабильность этого дохода. Во-вторых, здесь также банки будут подходить индивидуально к оценке такой способности из этого дохода. Конечно, это можно сделать. То есть есть банки, которые предоставляют кредит, но нужно знать, какие банки. И могут быть вопросики. Так. Хорошо. Нам часто клиенты говорят, вот у меня умова о dzieło с przyniesieniem прав авторских, короче, я узнавал, мне ипотеку не дадут. Или я работаю через агентство труда, агентство працы, да, я узнавал там у друзей, где-то люди узнают обычно, да, то есть мне точно ипотеку не дадут, в общем, я в пролете. При этом ты говоришь, что какие-то банки даже вот выдают. А как это выглядит, кстати, с агентством труда? Если говорить об агентстве временной занятости, конечно, большинство банков автоматически скажет, что нет, потому что это такая специфика трудоустройства. Но даже если мы можем рассматривать некоторых клиентов индивидуально, потому что, допустим, они трудоустроены через такое агентство уже в течение года, дополнительно этот договор заключен на срок, да, на год, на 1,5 года, еще на 2 года. Эти поступления регулярные. Тогда мы можем выбрать такие банки, которые рассмотрят это индивидуально, да, потому что у них нет четко определенного правила, что они просто отклоняют такой доход, а у них есть определенные. Таким образом, мы подходим индивидуально к каждому случаю и, безусловно, можем что-то подобное сделать. Конечно, это приветствуется, если период получения этого дохода как можно дольше, чтобы показать стабильность клиента. А если еще, если у нас, допустим, есть супружеская пара и оба получают доход, один — это обычный стандартный трудовой договор, а второй — это трудовой договор с временным агентством занятости. Банк также оценивает такой риск. Говорит, окей, один хороший, второй почти хороший, так что все в порядке. Окей. Еще парочку кейсов разберем? Да, я только хотел сказать, знаешь, почему мы с тобой сотрудничаем? Большинство людей, вот они работают строго в рамках, вот влево нельзя, вправо можно, вот так можно сделать. К тебе приходишь с любым кейсом, то есть накидываешь, ты говоришь, вообще нет, но можно выкрутить. И в этом как раз, мне кажется, просто огромнейшая добавочная стоимость, да, человека, потому что кто-то может без квартиры вообще всю жизнь быть, потому что когда-то где-то ему сказали нет, а на самом деле да, просто надо
Чуть-чуть по-другому. Надо подумай. посмотреть наше видео было, да, и узнать кучу всего. Особенно то, что ты можешь со своим кентом взять квартиру в ипотеку. То есть, если коротко, как бы... Сейчас очередь просто, знаешь, Это сейчас, главный инсайт. как тогда с 2% кредитом, сейчас К опять... тебе будет очередь. Да, банки сейчас лягут просто, уже вся Польша там с кентом люди приходят, да, мы там, Да. нам по 20 лет, мы с другом хотим взять квартиру на двоих. 18, 19, 20 лет. Дадут ипотеку? Ну, здесь будет проблема, так? Из-за возраста и риска. Помним о том, что некоторые банки имеют установленный минимальный возраст заемщика. Иногда это 21, 22, 23 год. И это банк сам себе придумывает. Максимальный возраст тоже есть. То есть максимальный возраст, до которого банки выдают кредит. Большинство банков выдают, может не большинство, но самый длинный срок кредитования до 75 лет жизни. То есть мне 50 лет, на 25 лет я еще могу получить кредит. Некоторые банки дают еще более длительный срок кредитования. Даже после превышения этого срока в 75 лет только. При условии, что у нас есть страховка на жизнь. Угу. Окей. Классно. То есть, если мне 60, я могу взять ипотеку на 15 лет. Так. Без проблем. Я думал, что это жестче Возраст в не Польше. приговор. Я видишь? думал, что это жестче в Польше. Я думал, что там а-ля 50 лет и до 50 окей, а потом как бы формально в законе они как бы могут давать, но они просто не берут эти кейсы. Нет, но они выдают кредиты только тоже. Вы должны знать, что с клиентами такого типа мы входим в пенсионный возраст, поэтому тоже часть банков будет немного слабее. Считала способность, потому что сегодня, например, этот 50-летний имеет трудовой договор, и он зарабатывает. Предположим, 10 тысяч злотых, но мы знаем, что он получит пенсионные права в возрасте 65 лет. И тогда его доход будет уже уменьшен. Поэтому тогда банки это рассчитывают, и уже считают способность немного иначе, чем от начальной суммы. Сложный кейс, в чем он заключается? То есть, как я говорил, есть прям очень стабильные, классные клиенты. Есть клиенты, которые тоже хорошо зарабатывают, но нестабильно. Это дальнобойщики, это моряки, это, возможно, какие-то... Владельцы салонов красоты. Или продавцы клубники, например, да? Или елок. То есть у кого-то там может быть сезонный доход, а у кого-то он может, там, месяц я много зарабатываю, месяц я дома сижу, не в рейсе, да, меньше. Как этим людям взять ипотеку, учитывая, что у них недолгосрочные контракты, у них нет умовы о праце на 3 года, у них умова там о праце или какой-то другой контракт может быть на 4 месяца, на полгода, да? Есть ли для них шанс? Шанс есть, только здесь мы говорим о нестандартных доходах. Тогда мы должны выбрать те банки, которые принимают такие формы трудоустройства. Конечно, это сложно, но, например, сами контракты, например, морские, они заключаются именно на эти 4 месяца, на 5 месяцев. И есть банки, которые каким-то образом это принимают. Только мы должны показать, что это не первый контракт, а, например, уже следующий. Они заключались регулярно, и мы можем постараться... Вот за это я тебя люблю. Давайте возьмем такую ситуацию. 12 тысяч злотых доход, муж плюс жена плюс ребенок. Сколько могут получить кредит? Окей, мне нужно вспомнить, что у меня должен быть компьютер с собой. Ой, да ладно. Так, в общем, у нас 12 тысяч злотых, жена, ребенок. Жена зарабатывает 6 тысяч, муж 6 тысяч, Окей. работает в Жабке. У них один ребенок. Да. Я помню твою табличку на память, потому что я каждый день людям говорю, там 800 тысяч было. 800? Это много. Если же много. Думаю, что это много. Думаю, что получится меньше. Это также зависит от банка, потому что мы должны знать, что каждый банк немного по-разному рассчитывает кредитоспособность. 800 тысяч. Думаю, что не получится так много. Думаю, что меньше. Около 600 тысяч зел будет кредитоспособность в таком случае. То есть плюс-минус, давайте зафиксируем, 12 тысяч злотых ваш официальный доход, вы работаете по какому-то трудовому договору, есть ребенок, где-то там 600, в районе 600 тысяч вы можете получить кредит. А при этом стоимость недвижимости максимум тогда 720 тысяч злотых, потому что ваш вклад 20%, или ваш вклад будет больше, чем 20%, тогда это может быть дороже недвижимости. Да, можно позволить более дорогую недвижимость. Окей, классно, полезно. С предпринимателями как быть? У меня была история, мой знакомый предприниматель, у него бизнес, спук Азов в Польше, и он приходит в банк, хочет взять кредит, и банкир с него смеется, он сам пошел, и он смеется и говорит, что вы для нас предприниматели, как там практически, да, чуть ли не бомжи,
примерно так вы приравниваетесь у нас по нашему скорингу. Это правда или нет? Если ты вот именно с пулка у тебя. Но каким-то образом я должен извлекать дивиденды из этой компании, чтобы получать прибыль и обеспечивать финансовую стабильность. Это может включать распределение доходов. Или выплачивать зарплату членам правления. Больше. Выплачивать зарплату членам правления. Если мы говорим о выплате члену правления, то здесь мы должны учитывать первую вещь. Какой процент акций у меня в этой компании? А банк смотрит на это? Да. И теперь, если и это снова, это снова. Это снова зависит от того, какой банк, какой аналитик. Потому что, например, если мы будем основным акционером такой компании, то хорошо, мы получаем доход от этой компании как члены правления, но банк может запросить финансовые результаты компании. Класс. Интересно. И тогда они могут проверить такую компанию, потому что я являюсь основным акционером. Если у меня 20-30%, то банки, скорее всего, этого не попросят, потому что знают, что этой компанией управляет кто-то другой. Да? И как они смотрят на твой доход, на вот эти вот выплаты чуванкам за жонду, как они это воспринимают? Как... Здесь важно, чтобы это был более длительный период, лучше 12 месяцев, чтобы доход был стабильным. Они рассчитывают кредитоспособность на основе фактического дохода. Это нормально. Нужно, чтобы был более длительный период получения. Угу. А если я хочу взять кредит не на квартиру, неважно, первичка или вторичка, а я хочу взять кредит на дом, таунхаус или вообще землю, то возможно ли это в Польше? Если я хочу купить квартиру, если я хочу купить землю, как иностранец за пределами Европейского Союза, то помним о том, что нам нужно разрешение на покупку такой земли от министерства. Ну и здесь это, если говорить о моей стороне, то есть о стороне оформления кредита, часто это два этапа получения этого финансирования, потому что, чтобы вообще подать заявку на покупку земли для иностранца, мы должны показать, откуда у нас будут деньги на покупку. И если это будет поддержано ипотечным кредитом, то приложением к этой заявке будет приложен подписанный кредитный договор, и это требование, что должен быть подписан кредитный договор. Итак, мы подаем заявку на такой кредит. Банк проверяет клиента, говорит, хорошо, мы предоставим ему этот кредит, клиент подписывает кредитный договор затем. Мы подаем заявку на разрешение. И теперь вопрос, сколько это будет длиться. Может оказаться, что, например, договор действителен 3 месяца с момента подписания, а мы ждем решения о покупке недвижимости 4 месяца. Так что в это время... 9 даже. Сейчас по 9 месяцев люди ждут. То есть, конечно, это решение пропадет, этот договор пропадет. Так что тогда, если мы уже получим это разрешение, мы подаем новые кредитные заявки на новый кредит и на этом новом кредите выплачиваем и покупаем недвижимость. Главный вопрос, могу ли я получить ипотечный кредит, если я хочу купить дом, таунхаус или землю? Так. Все это правда. Только помним о том, что тебе все равно нужно будет иметь разрешение министерства на покупку. Ну, а если это таунхаус, где это разрешение не нужно, то это воспринимается как просто такой... Да, но если мы хотим купить такую недвижимость, где не требуется разрешение министерства, то обычно покупаем как квартиру, как помещение. Понял. А вот с этим разрешением, на самом деле, это выглядит все как нереальная история и очень-очень сложная. То есть, если, например, я хочу сделать разрешение, оно делается там 9 месяцев, да? У меня есть 3 месяца, чтобы подписать договор с банком. А можно подписать договор с банком и платить уже банку какие-то проценты ежемесячно, да? Или банк не заплатит, не переведет деньги, пока у тебя нет разрешения. Так, но тут... Видишь, тут как бы с двух сторон тебя тормозят. Круг, да. Да, а министерство, которое выдает разрешение, оно же видит, что договор у тебя с банком уже выгас, да, срок его действия прошел, а оно через 9 месяцев или там через 6 месяцев еще, да, оно даст тебе разрешение, если у тебя все-таки нету контракта с банком? Или каждые 3 месяца нужно новую умову подписывать с банком? Я лично не сталкивался с такой ситуацией, чтобы так долго ждать решения. С моими клиентами, когда мы это делали, мы ждали решения 3-4 месяца, тогда, когда это кредитное соглашение еще было действительным. Так что это вопрос больше к людям, которые занимаются разрешением, на получение этого разрешения. Чем заканчивается ипотечный кредит в Польше? Вот я его выплатил, раньше выплатил, либо просто на все 30 лет выплачивал. Как это формально вот происходит? Чем заканчивается? Ну, когда мы погашали ипотечный кредит, у нас была запись в 4 разделе банка. После того, как мы погасили кредит, мы идем в банк и просим документы, которые позволяют освободить ипотеку.
банк выдает справку, что мы погасили кредит, и что позволяет освободить ипотеку. Мы идем в суд, вычеркиваем банк, и там нет никакой записи. Вот и все на самом деле. Да. И все. То есть формально ты заплатил последнюю рату Так. и получаешь эту бумагу и выписываешь Так. их через суд. Ну, так понятно. Тут я не А знаю. если этого не сделать, дальше платить все равно ничего не нужно. Правда? Нет, ты не должен ничего платить, только у тебя неурегулированное правовое состояние. Победить. На какую недвижимость не дадут кредит? Есть, может, такое, что я хочу купить, но банк точно на это не даст. Ну, конечно, на такую недвижимость, у которой неурегулированное правовое состояние, то есть где, например, мы не можем определить владельца, где, например, есть какие-то записи, особенно частных лиц, например, в 3 разделе. То есть, например, продавец имел долги, не знаю, в налоговой инспекции, и в 3 разделе записана налоговая инспекция. Ну, на что-то такое очень. То есть, это возможно, но очень сложно. Трудно получить такой кредит. Если сюда добавить клиента из Украины или из Беларуси, то я думаю, что сам бы предпочел этим не заниматься, потому что это было бы связано с очень большим риском, что клиент не получит этот кредит. Итак, во-первых, правовой статус недвижимости. Лучше всего, чтобы здесь было все ясно. Во-вторых, это нестандартные объекты недвижимости. То есть мы говорим, например, о больших квартирах площадью более 120-130 метров. Они уже являются неликвидными. В некоторых банках трудно получить кредит на такую недвижимость. Или это требует внесения большего собственного вклада, то банк требует как минимум 40%, чтобы финансировать такую недвижимость. На какую еще недвижимость? Я сказал, дорогие дома тоже. Некоторые банки не захотят этого делать. Также, если речь идет о коммерческой недвижимости, потому что ипотечный кредит по умолчанию предназначен для покупки жилой недвижимости. Если в такой недвижимости ведется деятельность, если это коммерческая недвижимость, то банк может не предоставить этот кредит, потому что это не связано с жилищной потребностью. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.